Всем привет! Я решила теперь пытаться всегда снимать с дневным светом, потому что, мне кажется, так гораздо лучше видео получается, чем когда я использую лампу. Сегодня я хочу вам рассказать о праздниках в Новой Зеландии и как мы их отмечаем. Ну и начнем, пожалуй, с Нового года. Про Новый год я вам уже немножечко рассказала. Не так бурно отмечается он, как в России, но все равно устраиваются какие-нибудь вечеринки, пускают фейерверки. Так что, да, Новый год у нас первый праздник в году, 1 января, и 2 января это день после Нового года, что тоже является государственным праздником. То есть мы в Новой Зеландии на Новый год отдыхаем 2 дня, и 3 января нужно выходить на работу, если это рабочий день, если, например, это суббота-воскресенье, конечно, вы отдыхаете еще парочку дней, что просто замечательно. Но так, да, всего 2 государственных дня выходных на Новый год. Следующий праздник – это 6 февраля. Он называется День Вайтанги. Вайтанги – это такой договор, который был подписан в 1840 году, 6 февраля, в местечке под названием Вайтанги. Он был подписан между англичанами, которые приплыли сюда с Великобритании, и местным населением маори. И согласно этому договору, земли переходили под владение Великобритании, и маори с этого дня были под покровительством Великобритании. И 6 февраля 1840 года можно считать днем формирования Новой Зеландии как страны. Но тогда она была колонией Великобритании, но тем не менее. Так что страна довольно-таки новая. Мой родной город старше, чем Новая Зеландия. И мы изучали этот договор в университете. Все его изучают в университете, потому что он безумно важен для Новой Зеландии. И вот 6 февраля из-за этого у нас теперь государственный праздник. Следующее – это Пасха. И Пасха постоянно меняется каждый год. Я, честно говоря, понятия не имею, как там определяется, когда в этом году будет Пасха. И Пасха в Новой Зеландии празднуется в совершенно другие дни, чем Пасха в той же Америке или России. В Новой Зеландии Страстная Пятница в этом году выпадает на 25 марта. Это наш государственный выходной. И следующий праздник – это Светлый понедельник, то есть 28 марта. На Пасху в Новой Зеландии есть традиция устраивать охоту на яйца. И корнями это идет в легенду о пасхальном зайце. Эта легенда на самом деле очень распространена в западных странах, несмотря даже на то, что Новая Зеландия на востоке, если вы посмотрите на карту. И вот пасхальный заяц приносит яйца хорошим детям в Пасху, прямо как Санта-Клаус подарки. И яйца эти шоколадные, они не куриные, как у нас в России, поэтому дети обожают этот праздник и эту охоту на яйца. Как устраивается охота? Для маленьких детей все очень просто. Раскидываются яйца повсюду, и они с корзинками бегают, их собирают. Для детей постарше пишутся загадки, и им нужно разгадать, какое место имеется в виду, и потом найти яйцо в этом месте. Причем это можно делать дома, например, какие-нибудь загадки про различные, я не знаю, комнаты или места, и очень часто делают в парках. Вот у нас на работе, например, каждую Пасху устраивается вот эта вот охота на яйца. Одна для сотрудников, то есть там пишут сложные загадки, и она устраивается в самом большом парке Окленда, и загадки по поводу различных исторических мест в этом парке. То есть надо подумать. И, наверное, у нас 2 часа, чтобы найти эти яйца, так что времени достаточно, но бегать приходится много, потому что территория огромная. И вторая охота для детей-сотрудников. И там загадки попроще, но все равно нужно их разгадать и прийти найти эти яйца, они там где-то спрятаны, и обязательно сделать фотографию, что вот да, я нашел эти яйца, и потом победитель получает какой-нибудь приз. Следующий праздник – это 25 апреля. 25 апреля – это День Анзак, День ветеранов. Тут есть небольшая история про этот день. Значит, 25 апреля 1915 года, во время Первой мировой войны,
силы Антанты начали десантирование на полуострове Галиполи в Турции. И тогда в ходе затяжных кровопролитных битв им пришлось эвакуироваться, и особо отличился австралийско-новозеландский армейский корпус. На английском он звучит как Australian and New Zealand Army Corps. И если мы возьмем только первую букву, то получается ANZAC, поэтому день называется ANZAC. И сначала это был праздник ветеранов Первой мировой войны. Однако после Второй мировой войны его трансформировали в праздник всех ветеранов, когда-либо принимавших участие в каких-либо войнах. И поэтому теперь 25 апреля вся Новая Зеландия чтит память всех ветеранов. И устраиваются парады, службы в церквях. И символом Дня ветеранов является цветок мака. Как вот у нас в России гвоздика является символом 9 мая, здесь цветок мака. И я вставлю картинку, чтобы показать, как он выглядит. Следующий праздник – это первый понедельник июня. Это День королевы Великобритании. На самом деле, это день ее дня рождения, но он, естественно, не может быть в первый понедельник июня. Он там в какой-то абсолютно другой день. Но каждая страна решает сама, когда она будет праздновать день рождения королевы. И вот Новая Зеландия решила, давайте первый понедельник июня, потому что мы так любим устраивать наши праздники в понедельник, чтобы у всех было 3 дня, и можно было куда-нибудь поехать или просто отдохнуть дома. Вот сделаем его днем рождения королевы. Так что это еще один наш государственный праздник и выходной. И следующий праздник аж в октябре, 4-й понедельник, опять понедельник, октября, это День труда. Как вот у нас 1 мая в России День труда, вот тут 4-й понедельник. И этот День труда тоже имеет свою историю. В том же 1840 году, когда был подписан договор Вайтанги, рабочие наконец добились того, чтобы рабочий день составлял 8 часов. А не как до этого там было, не знаю, 12-14. И вот с тех пор 4-й понедельник октября отмечается как День труда. Следующий праздник, 25 октября, Рождество, католическое Рождество. Ну, я думаю, про Рождество многие знают. Санта приносит детям подарки, хорошим детям. Через трубу он залезает в дом, и поскольку в Новой Зеландии многие живут в частных домах, это кажется детям довольно логично, почему бы и нет. Камины тоже есть во многих домах. Вешают носочки, чтобы туда Санта мог положить подарочки. Кладут ему под елку печеньки и стакан молока, чтобы он мог покушать, когда ходит между домами, приносит подарочки. Кстати, о подарочках. Следующий праздник – это 26 декабря, то есть день после Рождества. И он называется Boxing Day. У Boxing Day тоже есть своя история. Значит, раньше в этот день слугам и рабочим их хозяева, клиенты и работодатели дарили так называемую Christmas Box, то есть коробочку с подарками. И вот с тех пор Boxing Day стал государственным праздником, поэтому он называется Boxing, в честь коробочки. И вот, когда дарить подарки, 25 или 26? Я пыталась узнать это у новозеландцев, опрашивала несколько человек, и вы знаете, каждый делает по-разному. В каких-то семьях подарки дарят на Рождество, в каких-то семьях подарки дарят на Boxing Day, то есть день после Рождества. Потому что, собственно, по идее, по истории, именно в Boxing Day нужно дарить подарки. Но определенного ответа нет, так что если вы в Новой Зеландии и хотите дарить подарки на Рождество, делайте, что хотите. Хотите в Рождество, хотите в Boxing Day, можно и так, и так. И еще один праздник – это День города. Ну, он будет варьироваться в зависимости от того, где вы живете. Но, например, в Окленде День города отмечается где-то ближе к 29 января. То есть он, опять же, немножечко меняется каждый год. В этом году он был 1 февраля, но обычно где-то в конце января мы отмечаем День города. Но если вы живете в Веллингтоне или в Крайстчерче, или там в каких-нибудь других районах Новой Зеландии, то у вас тоже будет этот государственный праздник, но только он будет в какой-то другой день. Ну, вот, пожалуй, и все о наших праздниках. Так что у нас 11 государственных
выходных в году. Интересно, сколько в России? Я, честно говоря, не знаю, надо будет посмотреть. И спасибо вам большое, что смотрите мой канал. Надеюсь, вам было интересно узнать про то, когда мы отдыхаем. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!